Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем серию совещаний, посвященных текущей ситуации в экономике страны, в ее основных отраслях, в системе государственных финансов. При этом считаю нужным постоянно нацеливать нашу работу на подготовку конкретных мер для стимулирования роста, на выработку адекватных решений для преодоления в целом ожидаемых тенденций, которые и проявляются в последнее время. Статистические данные показывают, что уже 2 месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%. В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное, системно значимое направление, как строительство. Да, среди причин отрицательной динамики специалисты отмечают календарные, погодные, так называемые сезонные факторы. Ну вот я уже говорил на прошлом совещании, мы это хорошо знаем. В январе текущего года на 2 дня рабочих было меньше, чем в прошлом году. В феврале на 1 рабочий день меньше. Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую инвестиционную активность в стране. Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий, причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России. И, конечно же, как уже было сказано, жду предложений по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики, на поддержку деловых инициатив, на улучшение структуры занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами, где формируется высокая добавленная стоимость. В этой связи отмечу, что уровень безработицы, даже несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне. Сейчас безработица составляет 2,1%. Это в том числе говорит о том, что наш рынок труда меняется. Получают развитие гибкие, платформенные виды занятости. Эти и другие задачи отражены в плане структурных изменений в российской экономике. Правительство подготовило его в прошлом году, да, и приступило к выполнению. Сегодня обсудим, как реализуется этот план, что в нем, может быть, нужно уточнить, добавить, дополнить или усилить, исходя из реальной картины, складывающейся на данный момент времени. Кроме того, отдельно поговорим о ситуации в сфере государственных финансов. Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний конъюнктуры на внешних рынках. Мы это внимательно с вами отслеживаем, видим, что происходит. Правительство подготовило соответствующие меры, и сегодня мы их обсудим.